Здравствуйте, друзья! У нас прогноз на 2022 год для знака зодиака Козерог. Прогноз у нас будет по 12 астрологическим домам. Работать я буду на Таро Акаши. Давайте посмотрим, что вас ожидает представителей знака зодиака Козерог в 2022 году. Хорошо. Еще у нас будет вот здесь 5 карт. Это линия жизни. Это то, что происходит у вас сейчас. Это то, что для вас очень важно. Это то, на чем сосредоточен ваш фокус. И по этим 5 картам вы поймете, резонирует ли с вами этот расклад. Да, ну карты очень похожи практически у всех. Я достаю одни и те же карты. Хорошо, ваш расклад готов. Вот эти все карты, они означают энергию людей и ситуации, которые повлияют на каждый астрологический дом. Карты расскажут о ситуациях и вовлеченных в них людей, а дома показывают, на какую часть вашей жизни будут влиять эти ситуации и люди. Мы начнем вот с этих 5 карт. То, что происходит у вас сейчас. Первая карта — это шестерка роз. Карта называется The War of the Rose. Это война роз. Она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим грозовые тучи собираются в небе. И 2 линии конных рыцарей стоят наготове, лицом к лицу, через вот это поле битвы. Карта может описывать войну в отношениях или борьбу в вашем сердце относительно отношений. Да, чаще всего эти отношения носят романтический характер, но также это может относиться к коллеге, партнеру, начальнику или члену вашей семьи. Здесь могут быть игры силы и, скорее всего, отсутствует взаимность и связь. То есть в отношениях с кем-то вы зашли в тупик. Но это не что иное, как карма. Когда карта переворачивается, она показывает, что отношения разорваны окончательно. То есть конфликт разрушил вашу жизнь, вашу работу или, возможно, другие ваши отношения. Вы можете чувствовать большую потерю горя, но вам важно увидеть вот эту ситуацию такой, какая она есть на самом деле. Будьте честны с самим собой о том человеке, который здесь представлен. Скорее всего, это не очаровательный принц или принцесса. Когда карта переворачивается, она говорит, что вы наконец-то свободны от борьбы, которая оставила вас израненным или израненной. Поэтому очистите вот это поле битвы, вас ждет совершенно новая жизнь. Вторая карта тоже у всех практически ложится, да. Это Loving Elementals, тройка роз и карта прямая. Мы видим, что игривые феечки и водные эльфы резвятся вокруг малыша, который сидит на траве. Они наполняют воздух радостью, счастьем, хотя многие люди не верят в ангелов, но духи природы всех видов существуют, и они обладают даже большей силой, чем мы можем себе представить. Они живут в элементах земли, в воздухе, в ветре, в огне, и они готовы поделиться руководством, благополучием и вдохновением хроник Акаши, которые также живут в мире природы. Когда эта карта ложится прямая, она говорит вам, что радость в вашей жизни скоро будет расти. Но она также призывает и вас вспомнить, как это веселиться. Принесите больше игривости и шаловливости в вашу каждодневную жизнь. Позвольте себе петь, много смеяться. Призовите вот этих маленьких ангелов вдохновить вас. Они любят веселье и любят поднимать нам настроение, и они могут значительно увеличить радость в вашей жизни. Третья карта — это 7-й старший аркан. Карта называется Fated Meeting. Fated Meeting — это назначенная, предназначенная судьбоносная встреча.
Мы видим, что молодые люди встречаются под часами и не знают, что в прошлой жизни они также были вместе. И с этой прямой картой в вашу жизнь входят очень важные для вас отношения. Это или совершенно новые, или уже существующие переходят на другой, более высокий уровень. То есть вот эта карма прошлых жизней, возможно, свела вас вместе, и поэтому вам нужно быть очень аккуратными и бдительными. Сохраняйте и свой личностный, и совместный рост. Это для вас очень важно. А также действуйте с уважением и пониманием друг к другу. Если вы в этих отношениях выполняете вашу кармическую задачу, то это могут быть одни из самых высоких отношений, которые вы когда-либо знали. Но также эта карта может показывать назначенную встречу по рабочим ситуациям, творческим проектам и другим важным вопросам. И они также, скорее всего, кармические. Они могут быть из прошлых жизней, это может быть духовный учитель, брат или сестра. Но кто бы это ни был, это очень многообещающие и серьезные отношения. Поэтому будьте внимательны. Четвертая карта – это первый старший аркан, это оракул Дельфи. А карта у вас перевернутая. И карта может говорить, что вы не слушаете или отрицаете свой внутренний голос. Возможно, вы получаете знаки от вашей души, которые вы не признаете или которым сопротивляетесь. Возможно, вы ограничиваете ваши эзотерические и медиумные способности, но в любом случае проснитесь, услышьте вот эти мощные сообщения, которые вы получаете. Когда вы их отрицаете, вы разрушаете все, чего желали достичь. Как только вы услышите свой внутренний голос и ответите на него, вы станете оракулом своей собственной жизни. И пятая карта у вас — это 15-й старший аркан. Карта называется Мьюз. Мьюз — это муза. Она у вас прямая, и она показывает большое время вашей находчивости и изобретательности. Любые творческие проекты, новые или старые, будут очень успешны. А также вы получите необыкновенную энергию как от самого себя, так и от Вселенной. Вы можете сейчас достичь великолепных результатов. Поэтому призовите духовных муз, позвольте им присоединиться к вам, чтобы помочь вам поднять этот проект до небес. Если эта информация резонирует с вами, давайте смотреть дальше. Первый дом – это дом вашей личности, это то, как вы себя преподносите, да, это то, как вы себя ощущаете, как вы себя показываете. Это дом вашего «я». Также это дом самовыражения, самораскрытия и самоосознания. Здесь у вас ложится тройка силы, The Bird's Nest, но карта у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, птичка свела гнездо, вывела потомство и кормит своих птенчиков. Но когда карта переворачивается, то из гнезда все выпадают. Карта может указывать на какое-то разделение, сокращение или реорганизацию. Это может быть расстояние между вами и членами вашей семьи. Деловые стремления, может быть, должны быть сокращены или завершены. Или друзья, возможно, далеко от вас. Но карта говорит: мужайтесь. Пустое гнездо всегда является символом полета. Карта говорит вам отпустить старое, подправить свои планы и выбрать новое направление. Это может быть даже физическое перемещение, либо для вашего дома, вашего бизнеса или что-то другое. Осознайте сейчас ваши возможности и будьте смелыми в вашем выборе. Хотя некоторая часть этого испытания может поначалу ощущаться как потеря, но вот это время сокращения и перемещения может привести вас к большей личной свободе и профессиональной трансформации. Второй дом – это дом ваших денег, это то, где и как вы зарабатываете ваши финансы, это ваши ресурсы, накопления, это дом планирования. Здесь у вас ложится 17-й старший аркан, практически у всех перевернутый. Карта называется The Lookout. The Lookout – это смотрящий или смотровая площадка. Мы видим, что человек стоит на смотровой площадке и смотрит вперед.
а вокруг него идет битва, баталия, у него уже на корабле горят паруса. Но он пытается в этой сложной ситуации сохранить вот это равновесие. Когда карта переворачивается, она говорит, что человек все-таки упал. Упал и потерял свое положение. Но вот это падение выводит его из какой-то жаркой битвы. То есть вы можете оказаться в муках внезапной трудной потери. Это может быть потеря работы, отношений или возможностей. Например, реализации в каком-то крупном творческом проекте. Каким бы болезненным и сложным это вам ни казалось, но все равно все это к лучшему. Потому что вот это падение выводит вас из конфликта и дает вам свободу достичь еще более высокого уровня возможностей. И самое главное, вы не должны больше защищаться. Сейчас вы на пути к жизни даже больше, чем жизнь. Третий дом, тоже у всех эта карта, и тоже перевернутая. Это дом братья, сестры, это родственные отношения, это близкие друзья. Также это короткие поездки, коммуникации, частные события. Здесь у вас ложится двойка ключей. Карта называется The Treasure. The Treasure — это сокровище. Да, она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, что человек пришел в свой дом и видит, что весь его дом разграблен, то есть все ценное украли, а что не украли, то сломали. А сзади него стоит нетронутый сундучок со светом. Когда эта карта переворачивается, она показывает, что крышка сундука открылась. То есть некоторые разрушительные события могли заставить вас почувствовать себя уязвимым. Но вы смогли раскрыть вот этот сундук с вашим внутренним светом и силой, который находится внутри вас, и смогли пройти вот эти сложные испытания. Ваше ближайшее будущее наполняется явной возможностью, а также новыми и богатыми предложениями от Вселенной, которые к вам приходят. Четвертый дом — это ваш дом, это ваша семья, там, где вы живете. Также это дом мамы, это отношения с родителями, недвижимость и дом эмоций. Здесь у вас ложится 14-й старший аркан. Карта называется «Инициация», Святой Сен-Жермен. Эта карта показывает вашу инициацию. Но инициация — это намного больше, чем трансформация или изменение. Это движение к более высоким вибрациям. Но когда эта карта ложится перевернутая, она может показывать, что ваше посвящение прошло, но вы держитесь за старое. Или, может быть, сопротивляетесь вот этим чудесным изменениям. Старые отношения, вещи, которые держат вашу энергию внизу, они не защищают вас, а скорее наоборот. Они держат вас погрязшими в ваших же трудностях. Даже если эти низкоэнергетические люди или вещи не подавляют вас, вы все равно можете застрять в их ущербности. Или просто бояться двигаться во что-то новое. Вот это все должно быть вами отвергнуто. Не блокируйте ваше движение к высшему использованию вашей силы и разума, потому что с этим движением вы можете изменить свою жизнь, а также само лицо мира. Пятый дом — это творчество, творческие проекты, это дом детей, это свободное время, хобби, это любовные отношения. Здесь у вас ложится королева ключей, карта у вас прямая. Да, мы видим, что женщина в богатом убранстве стоит на крыше своего замка. Вот эти все земли тоже принадлежат ей. И она встречает своего короля ключей, который вот там вдали едет, возвращается домой из какой-то командировки. То есть в прямом положении эта карта может представлять властную и авторитетную женщину. Она чувственно, полезна, вдумчива, она уверена в себе, в своем положении, авторитете. Но также она всегда радуется успехам других. Эта женщина может быть любовным интересом для вас или кого-то в вашей жизни. Кроме того, эта деловая женщина может представлять вас или важную в вашей жизни женщину, кто собирается подняться по лестнице успеха. Должности в банковской сфере, инвестициях, недвижимости или управлении могут быть ожидаемы.
Но также здесь может быть работа на себя, повышение финансовой независимости, растущий авторитет или творческая автономия на работе. Шестой дом – это ваша повседневная жизнь, повседневная работа. Это сотрудники, сослуживцы. Это дом питомцев, физическое и психическое здоровье. Здесь у вас ложится 20-й старший аркан Will, Wisdom and Mind. Это воля, разум и мудрость. Эта карта приносит с собой время огромной силы, равновесия и самовыражения. Сейчас у вас очень сильна связь с высшими силами, с вознесенными владыками, даже если вы этого не осознаете. С помощью этих мастеров вам подвластно объединить огонь творчества с водой эмоций, чтобы внести свой вклад в человечество. Вот с этой высоко поднятой короной вы сейчас можете оказаться в значительной позиции власти и влияния. С этими силами вы сможете дисциплинировать себя, чтобы объединить вместе медитацию, творчество, отдых и необходимые действия. Воспользуйтесь этим временем и используйте эти полномочия правильно. Это не что иное, как божественные силы, которые движутся через вас, чтобы вы могли проявить их в мире. И седьмой дом – это дом партнерства, это дом супружества или это бизнес-партнерство. Здесь у вас ложится семерка ключей, карта называется «Восхождение, подъем», и она у вас прямая. Мы видим, что мужчина стоит наверху горы, через плечо у него перекинута веревка, и вот эти металлические питоны и коля – это то, что он забивал своими руками. То есть карта говорит о трудном пути его восхождения на эту гору. Она показывает, что с огромными усилиями и решимостью вы можете использовать самого себя, чтобы добиться своих целей с гарантированным успехом. Хотя, конечно, как у всех альпинистов, возможно, есть некоторые сопутствующие риски, но вы в любом случае сможете достичь вершины. Это может быть продвижение или получение более высокого положения. Но это не просто удача или внешнее влияние, это ваша собственная тяжелая работа и рвение, которые принесут вам те достижения, к которым вы стремились. Так что продолжайте в том же духе. Вас ждет подъем на высоту. Восьмой дом – это совместная жизнь и финансы с партнером, будь то это брак, будь то это бизнес-партнерство. Также это дом чужих денег, это кредиты, займы, налоги, это наследство. Также это дом трансформации и духовной силы. Здесь у вас ложится шестерка силы, карта называется The Waterfall, это водопад. Но карта у вас перевернутая. Она указывает на ситуацию, когда вы почувствуете значительную потерю силы. То есть сейчас вы будете находиться в эмоционально реагирующем времени. Вы можете чувствовать, как ваша жизнь перевернулась с ног на голову, или же вы могли непреднамеренно передать свою силу кому-то другому, будь то это любимый человек, босс, член семьи или друг. Возможно, вы следуете дорогой другого человека, несмотря на свою интуицию, которая подсказывает вам этого не делать. В более крайнем случае вы можете полностью сдаться, впасть в депрессию или жить по велению другого. Очень важно, чтобы вы поднялись и вернули свою силу назад. Да, это может показаться чуждым для вас, но это урок, который ваша душа жаждет выучить. Во время этого периода найдите время для медитации, спокойных состояний, чтобы ощутить любовь, силу и ценность вашей души. Когда вы поймете вашу истинную ценность, вы поймете, что вы достойны решать свою судьбу сами. И тогда вы примете для этого меры. Девятый дом – это высшее образование, это дальние поездки, иммиграция. Также это юридические вопросы. Еще это дом высшего осознания и понимания. Здесь у вас ложится единица роз, карта называется commitment. Commitment – это обязательство, соглашение, но она у вас перевернутая. Карта может говорить, что некоторые разделения или разрыв в контракте
может произойти у вас. Это может быть полный разрыв связей, например, развод или потеря работы, или это может быть ваш собственный уход. Также карта может указывать на неудачную инвестицию или покупка и продажа дома может провалиться. Какую бы форму ни принимало это обязательство, в основе опыта всегда лежит эмоциональный компонент. Вам очень важно будет выразить ваши чувства и справиться вот с этим чувством потери, но постарайтесь не думать слишком катастрофически. Потеря или разделение могут показаться трудными сейчас, но у вас появится возможность с этим справиться и снова встать на ноги. Иногда эта энергия указывает на физическое разделение. Возможно, вам придется много путешествовать или переехать по служебным или личным причинам. Но убедитесь, что вы сохраняете некоторый баланс в вашей жизни. Подумайте, не забыли ли вы свой собственный приоритет? Не ставите ли вы себя последним, отказываясь от своих собственных потребностей? Если это так, то для вас пришло время начинать делать уже что-то для себя. Постарайтесь не упускать из виду вот это величайшее партнерство из всех, которые есть. Это ваша связь с вечным, могущественным и ценным «Я», которым является ваша душа. 10-й дом – это ваша карьера, это то, чего вы желаете достичь. Также это дом отца, отношения с папой. Это ваша репутация, авторитет, социальный статус, власть и место, которое вы занимаете в обществе. Здесь у вас ложится 7 свитков. Карта называется «Сложности, трудности», но она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, стоит старинный собор. Да, раньше он был очень большой и величественный, но сейчас он представляет жалкое зрелище. И мужчина работает над воссозданием этого старинного собора. Здесь на земле везде валяются кирпичики, и он вот эти кирпичи кладет на то место, откуда они выпали. То есть это очень кропотливый и медленный труд. На более базовом уровне карта может показывать, что вы будете вовлечены в ремонт, строительство, отделку своего дома, бизнеса, рабочего места. Но когда эта карта переворачивается, она говорит, что проект, отношения или рабочие ситуации могут развиваться недостаточно быстро для вас. Или вы можете слишком торопиться с этим и чересчур быть привязаны к результату. Может быть, вы просто не хотите иметь дело с деталями? Да, будьте осторожны, чтобы не действовать в спешке. Мы же должны понимать, что такие соборы величественные, они не строились за один день. Если вы не желаете терпеливо относиться к процессу и уделять внимание деталям, то тогда то, что вы ищете, может потерпеть крах, даже не осуществившись. Пришло время сейчас радоваться даже маленьким шагам. Поэтому сосредоточьте свою работу на сложностях и верьте, что даже ваши крошечные усилия будут способствовать достижению необычайного успеха. 11-й дом – это дом друзей, соцсети, это ваши желания и устремления. Также это дом надежды, способность к самореализации, дом астрологии и направление движения. Здесь у вас ложится 2 свитков. Карта называется Two Worlds. Two Worlds – это 2 мира. Она у вас прямая. Мы видим, что женщина остановилась, задумалась, глядя на огонь. У нее есть любимая работа, которая приносит ей доход. На столе лежат денежки. Да? То есть у нее есть дом, у нее есть семья. А вот здесь в окне стоит буддийский храм. Но это не важно, какая конфессия. Да? Это просто духовное учреждение. То есть карта показывает конфликт в вашей жизни между тем, что внешний мир требует от вас, и то, как ваша душа вас направляет. На самом деле у вас могло быть несколько прошлых жизней, где вы хотели сосредоточиться на своем духовном росте, и, может быть, даже присоединились к монастырю, чтобы сделать это. Но затем светский мир предложил вам семью, любовь, финансовый успех, и вы выбрали материальный мир в этих воплощениях. То есть, может быть, вы испытывали колебания между самореализацией духовного развития и успехом в вашей повседневной жизни. Вам нужно научиться объединять эти 2 мира вместе.
Если у вас есть работа или отношения, которые отталкивают вас от вашей духовности, вы должны справиться с этим и, возможно, это оставить. Пусть ничто сейчас не мешает вашему духовному росту. И 12-й дом – это дом тайны, это то, что от нас скрыто, это интуиция, эзотерика. Также это дом страхов, дом изоляции, каких-то закрытых помещений, учреждений. Дом кармы, кармический опыт, отношения, уроки и духовное общение. Здесь у вас ложится архангел Гавриил, старший аркан, но карта у вас перевернутая. Архангел Гавриил – это божественный посланник, это архангел общения. На своей груди он носит герб Меркурия, бога общения. Но когда карта переворачивается, она указывает, что у вас сейчас есть трудности с общением. Возможно, вы не высказываетесь сами или ваши мысли наполнены негативными словами. Это может быть жизненный урок для вас, что-то, что вам нужно было изменить в течение длительного времени. Гавриил – это мощная сила, которая приносит божественную любовь для вашего самовыражения. Если у вас трудности с общением и выражением ваших мыслей, попросите этого архангела, он всегда для вас доступен и готов вам помочь. Пусть его мирное, но мощное присутствие наполняет вас смелостью и мужеством сейчас. Этот архангел был другом вашей души на протяжении истории хроник Акаши. И это время неразберихи и разрыва в общении – прекрасная возможность пробудиться к этой глубокой дружбе. Разберитесь, что вам надо сказать, почувствуйте заботу и поддержку Гавриила, его присутствие и начните чувствовать себя комфортно, услышав свой позитивный и мощный голос. Для вас наступает время высказываться, а не молчать. Так, и я смотрю, я вам забыла достать 18-ю карту. 18-я карта – это отдельная карта. Она дает нам возможность заглянуть в долгосрочное будущее. Это ваши будущие направления и устремления, основанные на выборе и действиях в 2022 году. Ну, давайте тогда ее сразу откроем. И у вас ложится единица силы. Карта называется The Akashic Field. Это поле хроник Акаши. Она у вас прямая. Мы видим, что поле Акаши и есть движение энергии. Здесь оно изображено как северное сияние. То есть, когда карта ложится прямая, она говорит, что вся информация, сила, энергия и опыт, которые вибрируют в этом царстве бесконечной истины и возможностей, вот каждый кусочек может быть вашим. Получение этой прямой карты говорит вам, что в это время для вас изобилуют великолепные возможности. Вы можете увеличить и ускорить опыт открывания дверей в хрониках Акаши. Ваша энергия жизненной силы резонирует сейчас со Вселенной. Поэтому вы можете исследовать хроники и получить ту информацию, которая будет вам нужна, и силу, которая может вам помочь. Но действуйте с осознанным вниманием. Напишите ваши намерения и попросите вдохновения. Вселенная готова принять ваши самые искренние желания, и для вас пришло время для их исполнения. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте пальчик вверх. Я благодарю вас за просмотр. Всего хорошего.